Всем привет! 12 часов назад я был на этом автовокзале, и вот я снова тут. Тогда я приехал с Фиорентино-Наполи, а уже сейчас я еду на Торино-Милан. Такой вот Итабас меня уже привез в Турин. В Турине нет полноценного автовокзала. Вот просто автобусы приезжают вот так на улицу. Объясню экономику. На машине в Турин ехать, а в Италии дороги платные. 20 евро ты платишь только за использование дороги. Ну, плюс еще там километров 130, еще где-то 20 с чем-то евро. Туда-обратно на машине сгонять 90 евро. На автобусе можно доехать там, евро за 6. Бывают билеты по 2. Ну, обратно я сегодня поеду за 33. Но даже если бы цена была одинаковая машины и автобуса, я бы ехал на автобусе. Потому что это 2 часа, когда можно заняться своими делами, а не просто сидеть и втыкать в дорогу. Что общественный транспорт в приоритете. Ну, на поезде можно в Турин за 12 евро доехать на электричке. Есть скоростные поезда, но их надо брать заранее. Приезжаешь в Турин, сразу похоже тюрьма. Ну, это, кстати, музей тюрьмы, по-моему. Потому что я думаю, что не используется по назначению. Сейчас можно зайти, посмотреть на это все. И, как я понимаю, тут еще суд какой-то остался. Как ты видел, тут кино снимали. И вот тоже какое-то здание, связанное с юстицией. Ну, такая вот архитектура в Турине. Разная. Мне вот не супер нравится. Это самое высокое здание Турина. Это главный офис банка Intesa Сан-Пауло, самого крупного банка Италии. Памятник жертвам нацизма. Турин бомбили, потому что тут были серьезные промышленные мощности. В индустриальном стиле, потому что бомбили в основном промышленность. Через дорогу это типичная архитектура Турина. Такие вот дома с галереями. Вот типичный туринский трамвайчик. И зато во время дождя удобно, что вот эти галереи, что под ними идешь, тебе не капает. От порта Суса и от автовокзала, ну такого так называемого автовокзала, можно доехать на троллейбусе, на автобусе. В общем, не проблема добраться до стадиона Торино, он прямо в городе. Вот автобус с другими фанатами привез меня прямиком под стадион Гранде Торино Олимпико. Говорят, самая суровая полиция в Италии — это Гвардия ди Финанса, это типа как налоговая полиция. И даже их привлекают к охране порядка перед матчами. Смотрите, какое небо красивое. На этом перекрестке обычно собираются фанаты встретить автобусы с командами, но так как фанатов нет, видимо, встречать автобусы уже поздно, а приехать раньше уже тоже поздно. Поэтому автобусы уже внутри. Вот так вот выглядит стадион снаружи. Похож на какую-то космическую тарелку. Специальная парковка для избранных. А вот эта зона, где выстраиваются автобусы, которые ведут трансляцию. Вон они стоят, вы будете смотреть, а вот эти ребята из этого автобуса будут вам это все показывать. Где-то тут сидят, видимо, эти ненавистные команды ВАРа в таких автобусах с мониторами и проверяют моменты. Вот на матчах Реала в каком-то из таких автобусов сидит Флорентино Перес на ВАРе. Это известный факт. В Турине все еще можно покупать билеты в кассах, потому что в некоторых местах только электронные билеты. Что у нас тут по ценам? Ну, много солдаута, все-таки Милан приехал. Но за 45 евро вы могли бы таки попасть. Вот мой билет стоит примерно так же. Хотите, можете идти за 80. Вот это сверху, как я понимаю, скайбоксы. Дорогие места со своими комнатами. Там вот народ готовится к матчу. Стадио Олимпико Гранде Торино. Чтобы не забывали, где мы находимся. Спонсор у них Сузуки. Вот вип-вход, видимо. Тут вам напоминают, что надо приготовить документы, чтобы сверили ваши имена с билетами. А вот это, что нельзя проносить на стадион. Ну вот со своими ножами на стадион лучше не проходить. Кстати, с зонтами вас тоже не пустят. Встреча фанатов.
Вообще, когда люди слышат о Турине, они в первую очередь думают о Ювентусе, и многие, может, даже не догадываются, что в Турине два клуба, и второй это Торино. Я вам скажу, что в самом городе Торино, возможно, поддерживает даже больше, чем Ювентус. Считается, что коренные туринцы, они болеют за Торино, а приезжие люди с области, с Пьемонта и в целом там со всего мира, с Италии, они вот за Ювентус, который постоянно выигрывает, но настоящие коренные жители за Торино. Вот клуб Торино был основан в 1906 году, как мы видим из эмблемы. И с тех пор у него были и успешные периоды. Например, в 40-х он 5 раз подряд выиграл серию А. Всего он выиграл ее 8 раз и считается одним из успешнейших клубов. Но после этого у него был провал. К сожалению, в 40-х произошла авиакатастрофа, в которой игроки Торино возвращались с Еврокубка из Португалии и разбились уже на подлете об гору. Ее тут не видно, но в Торине есть гора. Произошла авиакатастрофа, погиб весь основной состав, тренера. Этот состав, это была основа сборной Италии. И после этой трагедии, к сожалению, Торино уже не смог оправиться. В том сезоне они еще стали досрочно чемпионами, потому что у них была большая разница по очкам, и уже понятно, что было их не остановить. И вот эти люди стали чемпионами посмертно. Такая трагичная история. Но после того сезона Торино выиграла серию А только один раз, в 1966 году, по-моему. И все. И с тех пор каких-то больших побед у Торино больше не было. Но люди все равно любят этот клуб, поддерживают его. Любимое приматчевое занятие итальянцев — стоять в очереди за едой, покушать. Все готовятся к матчу. Вот тут вот вы стоите в очереди, чтобы оплатить свой сэндвич, а потом вы становитесь в такую очередь, чтобы его получить. Прямо если вас делают. Стадион был построен в 1933 году к чемпионату мира по футболу в Италии. Какое-то время тут играл и Торино, и Ювентус до 90-х годов. Потом Ювентус отсюда уехал. В 2006 году к Олимпиаде была произведена реконструкция. Вот видно, что это что-то олимпийское. Вот рядом построили поле Альпе-Тур тоже для олимпийских целей. И вот с тех пор стадион в таком состоянии. Сейчас тут играет только Торино, и он вмещает 27 тысяч зрителей. Ну, для такого клуба это достаточно, потому что фанаты Торино, они, да, искренние, яркие, но их не так уже много. Поэтому они обычно заполняют вот свою одну северную трибуну на стадионе, а большая часть стадиона часто остается не заполненной до конца. Вот видите, парнишка в форме Милана с флагом Милана, не стесняется. Потому что в Италии адекватные фанаты во многом. Они не сильно агрессивничают, когда видят кого-то в форме другой команды. И это нормально. Хотя полиция все равно старается как-то разделять кусочек фанатов, но на более принципиальных матчах. Вот эта очередь, тоже лайфхак, вот тут она большая, а сейчас я обойду слева, и слева, скорее всего, очередь будет гораздо меньше. Потому что вот люди оттуда в основном приходят, становятся с этой стороны. Вот. К этой крайней левой они даже не доходят. А она ощутимо меньше. Через нее я и буду заходить. Это Пало Альпе-Тур. Тут проводится итоговый теннисный турнир. Ну, всякие еще концерты. И вот это небо, конечно, сегодня прекрасно. Небо часто прекрасно. Вот ребята в кепочке Милан, с флажками Милана заходят на трибуну Торино. Говорят, где-то в Турции их уже зарезали. Ну или как минимум заплевали. А тут это нормально. Я уже внутри, вот можете взять себе программку, если хотите. Шарфики, я не знаю, раздают, продают, что происходит. Кто-то просто так раздает шарфики.
мне, наверное, не нужен шарфик Торино. Заманчиво, конечно. Даже девочка в форме Милана, у нее там под кофтой Милан, взяла себе шарфик Торино на память. Ладно, все берут, я тоже взял такую раздатку. Прям все берут. Может, это часть хореографии будет. А может, кто-то из вас захочет себе такой шарфик. Может, когда-то разыграю. Ну, вопрос в отправке в основном, конечно. Если прям кто-то очень хочет себе, вдруг кто-то из вас фанат Торино с детства, прям сомневаюсь, что такие среди вас есть, то думаю, что вы можете получить этот шарфик. Такой вот фан-шоп, можно сказать, в контейнере. Ничего, удобно. Зашел, купил, что надо. Есть теория, что если считать свои результаты на таком брендированном калькуляторе Торино, то они будут еще лучше. О, смотрите, что я тут вижу. Внутри, конечно, тоже есть стритфуд. Вы можете ознакомиться с ценами на него. Вот бутылочка воды 2 евро. Кусочек пиццы 5. Вот такое вот футбольное искусство. Ретро-мячик. Это явно футболист 30-х годов. Очередной фанат Милана на стороне Торино. Так, вот. Буду заходить на стадион. Вот в этой части ближе к фанатам Милана, чтобы вы сразу видели более активную фанатскую часть. Ходишь, берешь пиво, ты единичный фанат, и поднимаешься на трибуны. Так, вот тут вот фанаты Милана, но что-то пока не заполнено, видимо, еще в пути. Вот это вообще трибуна фанатов Торино. Но так как она не заполняется, гостевые фанаты часто ее выкупают. Вы можете видеть, что тут очень много фанатов Милана. Хотя фанатская трибуна находится вот там, вот гостевая. Но, может, всем туда места не хватает. Вот часть берет себе вот тут. И вот тоже забавная ситуация. Вот это очередь мужской туалет. Кстати, вот туалет, видите, с окошками. Я прохожу чуть-чуть дальше. Ну вот, буквально пару метров. И захожу в мужской туалет без очереди. Что ее тут нет. Там я снимать не буду. Хотя буду, но чуть позже. Посмотрите, тут моют руки. Что происходит за моей спиной, вы можете догадаться. Но настоящий фанат не может пропускать ни минуты матча любимой команды. Поэтому вот тут туалет с окошками. Можно мыть руки. Еще что-то делать, только мыть руки и смотреть на матч команды. Вот тут итальянский маркетинг. Напоминает, что можно купить панини. Панини это, ну, как бутерброды такие в булке. Пивко тут наливают. На всех стадионах есть места для людей с ограниченными возможностями. Заехать. Il numero 71 di Fari Boca, il numero 6 Matteo Novando. Cuore, Granata, sempre e solo Forza Roma! Io questa maglia sognavo da bambino. Там основная группировка фанатов Торино. Вы знаете, фанаты иногда делятся. И вот там теперь тоже есть группировка фанатов Торино.
1-0 после первого тайма. Торино мотивирована перед своими фанатами. У них есть еще некоторые небольшие, но турнирные перспективы. А Милан уже доигрывает свой, может, не самый лучший, но не худший сезон. Не основной состав. Видно по игрокам, что они не супер мотивированы. Что вот такой вот у них сегодня футбол. Да и по фанатам Милана сегодня видно, что они не супер мотивированы, они достаточно пассивно болеют. Тоже доигрывают, досматривают сезон. 24 638 зрителей сегодня на матче. Ну, для Торино это неплохой результат, вы понимаете, это не европейский храм, но все равно собирают своих фанатов. Я тут 28 раз на этом стадионе, я это видел много раз. Матч закончился. 3-1 победа Торино. Фанаты празднуют. И все еще есть шансы оказаться в Еврокубках. Фанатов Милана сегодня было почти не слышно. Такой молчаливый протест. Так игроки празднуют победу и благодарят своих фанатов за поддержку. Фанаты благодарят игроков, игроки благодарят фанатов, все довольны. Вот, можем представить, что они подошли меня поблагодарить, что я приехал в этот матч. Так, тут мероприятие закончилось. Народ расходится. А тут готовятся, видимо, завтра будет какой-то концерт. Посмотрите. Пускают что-то. Постоянно что-то происходит. Не знаю, это безопасно такой звезде кататься? Соблюдена ли вся техника безопасности? Тут готовятся к фестивалю танцевальному White Moon. Он же Белая Луна. Такое что-то серьезное это должно быть. Так, после матча фанаты продолжают докупать атрибутику. В Милане атрибутику тоже можно купить. Почему бы нет? Подкрепляться. Так, стена Ультрас. Тут базируют молодые Ультрас. А более опытные Ультрас подходят и учат их, как правильно держать шар. Командная работа, оператор работает, консультант. Всегда любопытно встретить фанатов из Аргентины. Вот что хорошо в Торино, что с матча удобно уезжать. Вот эта вся колонна автобусов специально для того, чтобы увезти фанатов от стадиона куда-то к центру, к вокзалу. Не было никаких давок за транспорт. Чтобы вы поняли востребованность. Куча автобусов уже уехала, 2 забито полностью. И я вот иду аж третий из тех, что стоит. А там еще куча автобусов будет. Это сервис для фанатов. То из некоторых стадионов ужасно уезжать. Так, автобус привез меня к ЖД вокзалу Порто-Суса. Вообще я буду езжать на автобусе, но пока у меня есть дельцы поважнее. Вот такие заведения в Италии работают долго, а кормят вкусно, потому что большинство закрывается достаточно рано. Такой вот менюшку можно подкрепиться после матча. Прилично как для заведения такого уровня. Где-то 8 евро с меня возьмут за это меню. Может 9. Это Порто-Суса, второй вокзал Торино, железнодорожный. Но по ночам в Италии мало толка железнодорожных вокзалов. Например, последний поезд из Торино в Милан уходит в 21:15, кажется, или около того. То есть после позднего футбольного матча варианты попасть домой
На общественном транспорте, кроме как автобуса, нет. Поезда не ходят. Поэтому либо вы ждете утра, либо уезжаете на автобус. Но автобусов не так много, поэтому в дни футбола на автобусы до Милана очень большой спрос. Вот он, один из немногих шансов попасть из ночного Турина в Милан. Фликсбас. Бывает он 6-10 евро стоит, но этот мне обойдется 33. Я брал заранее, но уже тогда было все плюс-минус раскуплено. Видимо, не только я после Турина в Милан хочу попасть в Милан. Но все равно это интереснее, чем ехать на машине. Я снова на Милано Лампуняна. У меня более 100 поездок на фликсбасах и прочих автобусах, но вот такое я видел впервые. Просто взяли 4 дополнительных пассажира, которые ехали стоя. Ну, сидя в проходе. Вот впервые с таким сталкиваюсь. Обычно, ну, все как фулы, никого не берут. И, ну, на руки не заплатить. А тут какие-то словаки как-то уговорили водителей, проверяющих. Я не знаю, как ему удалось, потому что это реально суперсложная задача. Ну, мне как-то удавалось на руки дать деньги, но тогда были места. А вот так вот, чтобы люди поехали в проходе на фликсбасе. Вот просто огромная группа была каких-то словаков. И они, походу, тоже едут с футбола. И они, видимо, не понимали, что они не уедут с Турина поздно. Ну, они, видимо, выкупили, но, видимо, у них еще друг с ними какой-то нашелся, парочку без билетов, и ему удалось поехать. Невероятная история. Я думаю, что кто-то бы не поверил, что так можно в Европе, но, видимо, водители тоже не итальянцы, а какие-то словаки, и нашли своих. Из приятного, мне не надо ждать ночной общественный транспорт, потому что когда я уезжаю с одного вокзала, я приезжаю на машине. На машине еду до автобуса, потом сажусь в автобус, еду, на автобусе возвращаюсь, потом на машине домой. Сложная система, но очень практичная. Так что поездку можно считать практически законченной. Вот такой вот он был выезд на Торино-Милан. Классный матч. Но уже через 12 часов я буду на следующем матче. Монса с кем-то там играет. Кстати, столько матчей, я даже забываю иногда, кто с кем играет. Но вот через 12 часов снова игра, снова в путь. Причем у меня будет 2 игры в один день. Монса с кем-то и Интер Лацио. Прям одна с разницей в час. Вот одна закончится, сразу поеду на другую. Вот такая вот она жизнь любителя ходить на футбол.